La 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 la. Косил я с конюшину, косил я с конюшину, косил я с конюшину. Сегодня мы переместимся в исторический город Алексин, что находится в Тульской области, где нашей целью станет заброшенный учебно-курсовой комбинат, где, по слухам, осталось много чего интересного, что мы и проверим. Сам комбинат был расположен в четырехэтажном здании на малолюдной окраине города. Попасть внутрь оказалось очень просто. Что здание, что территория, все это находилось без охраны, и даже дверь никто не закрыл за собой. После массовых походов сюда здесь, наверное, уже вряд ли что-то стоящее осталось. Ну, посмотрим, что есть. Мои опасения были не напрасны. Места со свободным доступом и засветившиеся в интернете долго не живут. Выглядит, как будто начался ремонт. На первом этаже виднелись следы вялой попытки сделать ремонт. И, видимо, поэтому большинство плакатов и информационных стендов со стен перенесли в одну комнату. Уже поинтереснее. По плакатам и по информации из интернета становится понятно, что основной уклон учебного комбината был в подготовке и повышении квалификации ряда специалистов. По профессиям механизатор, тракторист-машинист, водитель внедорожных мототранспортных средств, ну и тому подобное. Для успешного обучения у комбината был рядом свой автотрактородром, схемы маршрутов на котором лежали также в этой комнате. Всего на первом этаже было 3 кабинета. Один кабинет полностью пустой, второй с плакатами и третий с несколькими оставшимися макетами. Но когда-то в одном из этих кабинетов даже стоял настоящий трактор. Помимо чудом уцелевших макетов деталей в разрезе, на стенах висели демонстрационные материалы с различными запчастями и образцами. Да, здесь, наверное, было уйма всяких деталей, макетов. Возле окна кто-то заботливо выставил несколько моделей деталей, видимо, для их фотосессии. Думаю, это дело рук таких же любителей заброшенных мест, как и я. За стенкой этого кабинета оказалось небольшое помещение со шкафом для учебных постеров. К сожалению, в нем уже почти ничего не осталось. Что-то глобальное было. А еще там стоял большой металлический стеллаж, наподобие тех, что встречаются на заводах, в котором когда-то хранились различные запчасти и детали, но он тоже уже был почти пустой. В целом, первый этаж произвел впечатление опустошенного и достаточно скучного места. Особенно на фоне схожих учреждений, что я когда-то посещал. Например, авиационные техникумы в Москве и Калуге. Или недавно посещенный ДОСААФ, видео из которого я когда-нибудь выложу. Но это видео не появилось бы на канале, если другие этажи не исправили бы эту ситуацию. Второй этаж сходу дает подсказку на год, когда это место покинули люди. А вот причина уже выяснилась позже. Скорее всего, дело в передаче здания из управления Тульского колледжа в управление Алексинскому техникуму. В этом кабинете обучали механизаторов сельскохозяйственной техники и машинистов комбайна. И для обучения использовали не только плакаты и модели, а еще самую настоящую кабину зерноуборочного комбайна Дон 1500.
И это действительно отличная находка в этом заброшенном здании. Я должен порулить. Комбайны такого типа выпускались целых 20 лет, с 1986 года, и это была самая распространенная модель в СНГ. Поэтому обучение на этих машинах было востребовано. Но время идет, и на смену донов приходят новые комбайны. Старые электронные тренажеры заменяются компьютерными программами, а 1000 диафильмов вмещаются на одной флешке. Но не все превратилось в бездушную цифру. Полноразмерные кабины комбайнов по-прежнему используются при обучении, дополнив их мониторами за стеклами, что дает полный эффект погружения. Пим-пим-пим. Не ломай технику. Не ломаю, я аккуратненько. Не знаю. Находясь в этом кабинете, создается ощущение, что ты попал в конец прошлого века, и даже не верится, что он работал до 2019 года. Ой, тут, наверное, был вообще класс. Видишь, как называется это место? Макеты сельхозмашин. Наверное, здесь всякие тракторы стояли. Столько народа было, что мало, что удивительно, что вообще что-то осталось. Буян. Так же, как и на первом этаже, за стенкой класса находилось помещение с учебными материалами и диафильмами. Что показывают? Агрегаты для посадки картофеля на базе сажалки. Сами этажи просто раздестроены. Туалеты нам не интересно. На втором этаже тоже один кабинет оказался практически пустым, за исключением небольшого количества книг на подоконнике. Но на этом этаже еще располагалась администрация, и там уже должно было быть поинтереснее. Зайдем в администрацию. О! У них тут еще что-то осталось. В администрации оказалось большое количество книг. Судя по всему, сюда перенесли книги из библиотеки. В основном это книги на технические и сельскохозяйственные темы, ну и учебные пособия. А еще тут оказались стратегические запасы диафильмов и слайдов. Наверное, их тут было сотни, если не пару тысяч. Тематика их соответствовала профилю учебного комбината. Луганское областное отделение Украинского общества охраны природы. Причина возникновения водной эрозии почв, наверное. И методы борьбы с ней. Я очень люблю находить подобного рода альбомы, ведь они показывают, чем занимались люди тогда, когда место не было заброшено. И они действительно уникальны, ведь такие альбомы бывают только в одном экземпляре. Подсев подсолнечника. Вообще забавно. Справочник молодого машиниста бульдозера, скрепера, грейдера. Это какие специфичные. Их так сложили. Слава богу, никому мозгов не хватило их поджечь.
Ого, тут чей-то рок. Ну, диафильмов тут, конечно. Только одного Горького оставили, смотри, вот на это. Горький баян, его много везде. О, античные города Крыма. Но, к сожалению, тут уже пусто. На столе, помимо мешанины из книг и пособий, лежали удостоверения профпригодности, которые были выданы еще тогда, когда это место было автономным учебным комбинатом и не принадлежало сельскохозяйственному колледжу. Но это еще не все интересное. Руководитель, который указан в документах, был осужден в 2012 году по 2 статьям: получение взятки и служебный подлог. Как выяснило следствие, директор комбината брал взятки за выдачу свидетельства прохождения профобучения. В одном случае даже не деньгами, а керамзитными блоками в количестве 288 штук на общую сумму 6912 рублей. Всего сумма незаконно полученных денежных средств составила около 52 тысяч рублей, за что директор был оштрафован на 1 миллион 200 тысяч рублей. Сам же комбинат через год после приговора директору был присоединен к Тульскому сельскохозяйственному колледжу. По этой причине или нет, история умалчивает. Обыденно. Третий этаж практически такой же, как и предыдущие два, только двери немного по-другому расположены. И все так же один кабинет полностью пустой. О, и все так же один кабинет достаточно интересный. В этом учебном классе изучали правила дорожного движения, что становится понятно с первого взгляда. И сохранился кабинет практически идеально. Немного уборки, и можно спокойно открыть свою автошколу. Ну а оплату брать керамзитными блоками, как тут было заведено. Единственное, что было не к месту в этом кабинете ПДД, это лежащие на столах наглядные электронные пособия, связанные со сваркой. Но, я думаю, это сюда принесли из подсобки или другого кабинета. И оказались они здесь случайно. Так, ну тут пусто. Следующий класс был полупустым. И самое интересное в нем было — это прислоненные к стене наглядные пособия для стропольщиков. Кроме пособий, смотреть тут особо не на что. Поэтому мы не будем задерживаться и отправимся на 4-й этаж. Все то же самое. Я выше пошел. Вы не поверите, но на последнем этаже все опять повторилось. Один кабинет абсолютно пустой, я его даже не стал снимать. В другом кое-где сохранились какие-то пособия, и один почти целый. Но холл тут отличался от всех этажей. На стене висело огромное панно с 2 эпизодами борьбы и одним социалистическим хэппи-эндом. Кулаки богачи жадной сворой расхищают
Последним неосмотренным местом в этом учебном комбинате будет кабинет газового оборудования и котельных установок. Он сразу встречает огромным стендом на тему автоматизации системы «Контур». Такие системы ставят на котельные малой и средней мощности, и нужны они для автоматизации работы паровых котлов, чтобы поддерживать нужное давление пара, регулировать подачу воздуха на горение и так далее. Вот это классная штука, да? Осмотрев весь учебный комбинат, я могу предположить, что в нем оставили только устаревшие вещи. То, что уже не актуально или не нужно. Пустые же кабинеты, скорее всего, были с более современными учебными пособиями, хорошей мебелью и другими нужными вещами. Поэтому из них все уже вывезли. Так что громкие эпитеты про то, что все пропало, все потеряно и тому подобное, здесь не очень уж и уместно. И на этой более-менее хорошей ноте мы закончим наше путешествие. До новых встреч!